Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала Генерал СВР, генерал-лейтенант службы внешней разведки, тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас пятница, 15 марта, и сегодня мы с вами проводим промежуточный выпуск. Уважаемые зрители и слушатели, я, конечно, извиняюсь, что не получилось среди недели сделать промежуточный выпуск, но тем не менее. Пятница вечер. Напоминаю вам, что вы можете оставить свои вопросы в комментариях к этому ролику. Промежуточный ролик у нас, собственно говоря, для того и выпускается, чтобы вы оставляли свои вопросы. На самые популярные из них я отвечу уже завтра, ну, либо в воскресенье рано утром. Еще раз повторяю, в комментариях к этому ролику оставляйте свои вопросы. Перед тем, как формулировать вопрос, пишите слово «вопрос», либо ставьте знак вопроса. Ну, для того, чтобы я обратил внимание, что комментарии содержат не только хорошие, добрые слова, такие комментарии также необходимы, также приветствуются, но это будет обозначать, что в комментарии есть еще и вопрос. Самые популярные по рейтингам YouTube вопросы попадут в мое поле зрения, и я, конечно, на них отвечу. Уверен, что формат ответов на вопросы для вас особо ценен. Я это знаю и по вашим комментариям, если вы хотите, конечно, и в комментариях к этому ролику также напишите, что вы больше цените, какой выпуск промежуточный, ну, либо ответы на вопросы. Я понимаю, что ваши комментарии очевидны по этому поводу, но, тем не менее, будет интересно. Так, теперь, уважаемые зрители и слушатели, я понимаю, что много критиков говорят о том, что я в каждом ролике рекламирую наш Patreon, тем не менее, Patreon — это важная вещь, там я говорю гораздо больше, чем раскрываю, скажем так, информацию гораздо шире, чем в основном канале, поэтому все, кто хочет знать больше, пожалуйста, подписывайтесь. Способы можно найти разные. Ссылочка на Patreon есть в описании. Подписывайтесь, я уверен, что ваше любопытство будет удовлетворено. Там я отвечаю на все вопросы. Теперь перейдем к темам. Тема у нас основная одна, да, и, собственно говоря, именно эта тема делает и сегодняшний, и завтрашний, и послезавтрашний день. Тема выборов. Я понимаю, что выборов в России, президентских выборов, я понимаю, что слово «выборы» здесь, конечно, стоит брать в кавычки, и это стоит отдельно оговаривать, потому что не существует никаких на сегодняшний день в России выборов. Идет назначение двойника президента, собственно говоря, опять президентом, опять-таки, вернее, президентом, и выглядит все это, конечно, вся эта мистификация с двойником, это, конечно, что-то. Такого иллюзиона мир еще, пожалуй, и не видывал, когда весь мир, современный мир, решил сыграть в эту замечательную игру. Замечательно, понятно, что в кавычках, замечательную игру вместе с нынешним российским руководством. Категорически не хотят руководство стран Запада признавать наличие двойника, хотя бы потому, что это вызовет хаос, это вызовет разброд и шатание в российских элитах. Этого именно боятся на Западе. Ну и, конечно, неконтролируемое расползание ядерного оружия. Считается, что нынешнее российское руководство в принципе в состоянии контролировать ситуацию в стране и, соответственно, контролировать ситуацию с ядерным оружием. Я вам скажу больше. Последние разговоры о том, что Владимир Путин, тогда еще живой в 22 году, был готов начать ядерную войну. Давайте, да, все-таки начать ядерную войну, наверное, громко сказано. Применить ядерное оружие по территории Украины. Мы об этом говорили неоднократно, и тогда говорили, и сейчас подтверждают нашу информацию западные ресурсы информационные. Надо понимать, что со смертью Владимира Путина идея применения ядерного оружия не канула в лету. Нет, есть сорвиголовы и в нынешнем российском руководстве. Да, надо отметить, что Николай Патрушев по сравнению с Владимиром Путиным все-таки в отношении применения ядерного оружия всегда был более выдержан и более корректен. Но тем не менее, на фоне возможного, еще раз подчеркиваю, возможного применения гибридного вторжением, да, на территорию стран Балтии,
гибридная, еще раз подчеркиваю, ультиматум возможен быть, то есть, возможно, будет ультиматум итогом которого будет применение ядерного оружия, так называемый ядерный ультиматум. Но, еще раз подчеркиваю, вполне возможно, что до этого не дойдет. Все-таки Патрушев несколько более другой человек и более выдержанный относительно подобных заявлений, и особенно в отношении подобных ультиматумов. Хотя все мы люди, попадая в определенную ситуацию, действуем бывает нетривиально. Итак, выборы, так называемые. Выборы проходят не по плану, скажу сразу, потому что ожидалось, что будет все гораздо более спокойно. Поджоги избирательных урн, поджоги кабинок, участков избирательных, все это, конечно, сказывается. Плюс провокации, как считает российское руководство, которые происходили сегодня, негативным фоном ложатся на сам процесс проведения так называемых выборов. Понятно, что уже в первый день пытаются нарисовать какую-то сумасшедшую явку, которая, естественно, нет и быть не может. Но, тем не менее, кратно увеличилась, по мнению российского руководства, явка граждан России на избирательные участки и участие в электронном голосовании. Кратно, еще раз подчеркиваю. Может такое быть? Конечно, нет. Кто-то верит в существование выборов на территории России? Вообще кто-нибудь трезвомыслящий человек, я имею в виду вообще в мире, не только в России. Естественно, нет. Нет, возможно, есть, конечно, зашоренные люди, да, которые считают, что российская пропаганда говорит исключительно правду, и этому стоит верить. Возможно, эти люди считают, что выборы существуют, и даже возможно, что эти выборы вполне демократические. Чушь, конечно, полнейшая. Идет, еще раз повторяю, назначение, но, тем не менее, идет не по плану. Не по плану, потому что срывают планы. Будут ли сорваны окончательно планы? Здесь вопрос остается открытым. Мы все-таки сегодня с вами общаемся в пятницу. Пятница — это еще впереди у нас еще 2 дня голосования, и там пойди разберись, что будет. Либо чего не будет. Поэтому говорить об этом рано. Тем не менее, тенденции интересны. Тенденции интересны еще и потому, что нынешнее российское руководство считает для себя вполне обоснованно, еще раз подчеркиваю, для себя вполне обоснованно, что более выборы президента проводить не обязательно. Президента может назначить Государственная Дума, и после этого, соответственно, корону можно надеть на голову замечательного монарха, которого можно назвать президентом, можно, как угодно, можно генеральным секретарем, потому что политбюро существует, правда ведь? Можно назвать и генеральным секретарем. Представляете, генеральный секретарь в короне. Я думаю, что из консервной банки. Килька в томате, и из кильки в томате надо сделать и наградить двойника президента. Потому что такого цирка, еще раз повторяю, мир еще не видывал. Так, уважаемые зрители и слушатели, что будет в предстоящие 2 дня, мы с вами еще увидим и услышим, и также обсудим, отвечая во время ответов на вопросы. А вам я еще раз хочу сказать, что, пожалуйста, огромная к вам просьба. Оставляйте свои вопросы в комментариях к этому видео. Перед тем, как оставить комментарий, пишите слово «вопрос», либо ставьте знак вопроса. И также, конечно же, пишите комментарии с вашим впечатлением от сегодняшнего выпуска, плюс ваше понимание общей ситуации, плюс, конечно, еще раз повторяю, напишите, мне будет очень интересно, и нашим администраторам будет очень интересно, что вы больше предпочитаете. Выпуски, которые выходят промежуточно, да, либо ответы на вопросы. Это очень интересно, поэтому давайте проведем такой опрос. И, конечно, подписывайтесь на Patreon. Ссылочка на Patreon есть в описании к этому ролику. Я уверен, что все, кто подписан на Patreon, абсолютно не жалеют, довольны. И, конечно, чувствуют себя вполне удовлетворенно от моих ответов на их вопрос. Большое спасибо, что были со мной. Мы вас любим, это искренне, это самое главное. Мы работаем для вас. Всего доброго, до свидания.